Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Вот такую шапочку я вам предлагаю сегодня вместе со мной связать. Кому нравится, пожалуйста, переходите к мастер-классу. Расход на эту шапочку меньше 200 грамм, где-то примерно 150 грамм. Все о спицах, о ниточках я расскажу в мастер-классе. Сегодня мы свяжем еще одну шапочку с вами к зиме. Вот я связала образец, и вот у меня такая пришла идея. Хочу попробовать ее осуществить. И кому нравится, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Значит, я беру, у меня ниточки, вот одна нитка у меня в 50 граммах 65 метров. Это довольно вот такая толстая ниточка, да? Здесь 50% алпаки, 50 грамм процентов акрила. А вторая ниточка у меня вот такая, она потоньше, и здесь у нее получается, значит, где-то у нас получается, здесь у них 120 граммах, то есть в 50 граммах 120 метров. И это тоже у меня 20% шерсти и 80% полиакрила. Значит, получается вот примерно, да, вот посмотрите, я написала, значит, одна нитка у меня в 50 граммах 120 метров, а вторая нитка в 50 граммах 65 метров. Значит, примерно это две ниточки, одна в 2 раза толще другой. Вот смотрите, да, 65, если на 2 умножите, то будет 130. Значит, вот одна ниточка в 2 раза толще, чем другая. И примерно я подобрала по цвету, они примерно одинаковые. Значит, если у вас нету вот таких вот подобрать ниток по разной толщине, вы можете брать простую ниточку в 2 нитки, и там, где надо потоньше нитку, брать ее в 1 слой. Но это не будет видно вот такой разницы по цветам, поэтому, не знаю, посмотрите, можете подобрать, а можете вязать, вот я сказала, 2 и потом в 1. Значит, я связала образец. Сейчас еще расскажу. Значит, спицы. Спицы, мне нужно 3 пары спиц. Значит, для толстой нитки 4, для тоненькой ниточки 3, и для резиночки мне нужно 3,5. Значит, я буду использовать 3 пары спиц. И теперь сейчас образец я уже связала, высчитала свою плотность. Сейчас я вам немножко напомню, как вяжется этот узор. Это полупатентная резинка, и вот эта часть я буду использовать по лицу. Значит, первый ряд вяжется, вот на толстой ниточке я вам покажу. Значит, первый ряд вяжется, лицевую мы снимаем, то есть кромочную снимаю, дальше лицевая, лицевой, изнаночную снимаем с накидом, лицевая, лицевой, изнаночная с накидом. Это у нас первый ряд, и второй ряд будет вязаться так, как вы видите петли. Там будет лицевая с накидом, ее вязать вместе с накидом. Вот это первый ряд я провязала, а второй ряд будет вязаться следующим образом. Естественно, по кругу кромочной не будет, да? Изнаночная, изнаночная, а лицевая вместе с накидом лицевой. Изнаночная, изнаночная, лицевая вместе с накидом лицевой. И вот это второй ряд. И это весь наш раппорт нашего узора. Вы тоже свяжите образец. И, значит, я вяжу вот эту толстую нитку своей 4, а когда перехожу на тонкую ниточку, я беру 3, чтобы немножко отличалась плотность вязания. За счет этого возникает вот такой вот эффект, да, вот как бы она совсем не очень ровная. Сейчас что вам надо? Вам надо связать также образец, как я, и высчитать свою плотность вязания. У меня получилось, значит, в 5 сантиметрах у меня 8 петель, значит, в 1 сантиметре 1,6 петли. Вязать я буду на размер 56 сантиметров. 56 сантиметров умножаю на 1,6, и получается у меня 89,6. Но так как должно делиться на 4 количество петель, это для макушки, я буду набирать 88 петель. И теперь дальше что мы делаем? Мы берем наши спицы 4, это здесь у меня 4 чулочная, я возьму 4 уже на
круговые четверку. И мы с вами начнем набирать петли самым обыкновенным способом. 88 петель я буду набирать, да, вот я посчитала 88 петель плюс 1 для замыкания нашего вязания в круг. Ну вот я взяла свою ниточку. Значит, хвостик вы оставьте примерно в 1,5 раза длиннее, чем вам надо количество петель. Вот условно у меня 88 петель, я 80 плюс 40, 1,20 м хвостик оставляю, чтобы хватило на все количество петель. И мы сейчас с вами набираем самым обыкновенным способом. Вот так я ввожу и начинаю набирать. Это я начинаю с толстой нитки и с толстой спицы. Четверкой я набираю петли. Набираю 89 петель. Значит, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Вот как у меня остался хвостик. И еще одна петля. 89. Вот я набрала 89 петель. И если у вас длинная леска, вы, значит, поделите здесь пополам, чтобы Magic Loop способом вязать. У меня короткие, видите, спицы, и я попробую вязать так, хотя я так не очень люблю. Значит, что мы делаем? Мы переснимаем последнюю петлю с правой спицы, на левую, потом через нее протягиваем первую петельку, которая у нас на левой спице. Теперь это можно снять и одеть петлю назад. Все. Вот мы замкнули наше вязание в круг. И теперь мы будем продолжать вязать наш первый ряд. И мы сразу начинаем вязать его по рисунку. Первая петля у меня лицевая, вторая изнаночная, снимаем с накидом, лицевая, вторая изнаночная, снимаем с накидом, лицевая, так, перетяну немножко петельки, так, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом. Итак, мы вяжем с вами первый ряд до конца. Довязываем до конца ряда. Опять изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом. Все, ряд мы закончили. Вот хвостик, где начало ряда. Здесь мы повесим с вами маркер. И второй ряд мы вяжем следующим образом. Мы вяжем опять лицевую, а ту изнаночную, которая была с накидом, мы вот ее провязываем изнаночной вместе с накидом. И продолжаем. Лицевая, изнаночная, изнаночной вместе с накидом. Лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночной вместе с накидом. Итак, мы вяжем второй ряд до конца. Вот, второй ряд я закончила, я подошла к маркеру, и теперь мы с вами должны будем поменять как ниточку, так и спицы, да? Значит, я беру вторую свою ниточку, вот это у меня, которая тоненькая, и возьму такие же у меня на леске, только троечка, и вот троечкой начну вязать другим цветом. Вот смотрите, лицевая, лицевой, изнаночную снимаю с накидом, лицевая, лицевой, изнаночную снимаем с накидом. Это мы опять начинаем раппорт нашего узора, но другим цветом, да? Теперь мы вяжем 2 ряда вторым цветом и другими спицами. Вот сейчас я довяжу 3-й ряд,
покажу, что у меня получается. Главное, здесь вот вы должны следить за вот этот кантик, чтобы нигде ничего не перекрутился. Видите, у меня наборный ряд, он все внутрь смотрится, да? Значит, будет ничего нигде не перекрутится. Значит, сейчас я довязываю третий ряд. Это первый ряд другой ниточкой. Довяз до конца ряда, и там мы с вами встретимся. Третий ряд я довязала. И вот мои спицы эти освободились. Теперь у меня все петли на троечке. И теперь мы вяжем второй ряд, опять тоненькой ниточкой и тоненькими спицами. Значит, второй ряд нашего раппорта мы вяжем лицевая, лицевой, изнаночную вместе с накидом, изнаночной, лицевая, лицевой, а изнаночная вместе с накидом, изнаночной. Итак, мы вяжем, это будет у нас уже четвертый ряд. Вот, четвертый ряд я довязала. Значит, 2 ряда толстой ниткой, 2 ряда тонкой ниткой. Сейчас опять следующие 2 ряда опять толстой ниткой. Значит, мы берем, подхватываем нашу толстую ниточку и опять берем другие спицы и начинаем вязать все то же самое. Опять лицевая, лицевой, а изнаночную снимаем с накидом, лицевая, лицевой, изнаночную снимаем с накидом, и так продолжаем дальше. Сейчас у нас будет 2 ряда толстой ниткой, потом опять 2 ряда тоненькой ниткой, и все время мы будем менять наши спицы. И вот так мы провяжем сейчас нашу шапочку на высоту, на ту высоту, которую вы хотите, чтобы у вас был отворот. Я думаю, что это, ну, как минимум сантиметров 7-8. Я сейчас тоже буду вязать, продолжать вязать эту шапочку просто по кругу на высоту 7 или 8 сантиметров. Посмотрю, как мне больше понравится, да? И когда мы это все свяжем, мы опять с вами встретимся. Так, я провязала 8 сантиметров от моей шапочки, даже у меня получилось чуть побольше, вот 9 сантиметров, но это не страшно. Теперь мы с вами будем вязать вот эта часть шапки, вы понимаете, это будет отворот, он отвернется, и под отворотом будет кусочек шапочки, который не будет видно, вот, но я буду вязать его 2 ниточками, вот эти потоньше, но их вдвое. И буду вязать резиночкой 1 на 1. Это для того, чтобы вот в этом месте, где будет прилегать к голове кусочек, чтобы было поплотнее, чтобы шапка у нас не болталась. Вот этот он такой будет посвободнее, потому что отворот он отвернется. А вот эту часть мы с вами провяжем сантиметров 7. Я провяжу, потому что у меня здесь 9. Значит, сейчас сантиметров 7 я буду вязать просто резинкой 1 на 1. Вот я беру свои ниточки, вот у меня толстую нитку я пока оставляю, но я ее не обрезаю. Беру вот эту свою тоненькую ниточку и такую же еще одну тоненькую ниточку и буду вязать в 2 сложения. Но здесь резинку 1 на 1, как мы с вами договаривались, я беру другие спицы. Это у меня спицы 3,5 миллиметра. И я буду вязать вот этими уже спицами резинку свою 1 на 1. Вот я вам сказала, где-то 7 сантиметров, да? Вот сейчас мы начинаем первый ряд. Вот я ввожу еще одну ниточку и продолжаю вязать. Уже у меня будет не патентная резинка, а резинка 1 на 1. И что еще хотела вам сказать. Значит, вот эту толстую ниточку я обрезать не хочу. Я не люблю обрезать нитки. Значит, здесь я через 2 ряда я буду просто перекручивать вот с основной ниточкой. И она мне просто здесь вот протянется по низу, да. И когда мы свяжем сантиметров, она будет здесь же. И смогу ей же работать. Значит, сейчас мы вяжем с вами 7 сантиметров на высоту, резинка 1 на 1. И не забудьте тоже поменять спицы. Ну вот я провязала резиночка 1 на 1. Это у меня получилось, как я сказала. Ну вот я 7 сантиметров связала. А
общее количество у меня сейчас получилось 15, да? Значит, получается 7. Ну, и здесь вот как-то 8 получился отворот. Ну, не страшно, да? Значит, отворот должен быть чуть-чуть длиннее, чем вот эта часть, которая у нас будет внутри шапки. Ее видно не будет. Теперь, что мы должны делать? Во-первых, я отрежу вот эту ниточку, которую я вдвое вязала. Теперь я буду вязать опять вот этой тоненькой в одну ниточку, да. Потом опять приготовлю спицы. Мы сейчас перейдем вязать на спицы 4 миллиметра, так как я начну вязать сейчас толстой ниточкой, и 3 миллиметра, когда буду вязать тоненькой ниточкой. И теперь, вот посмотрите, вы понимаете, если сейчас я отверну нашу шапочку, если я не хочу использовать вот эту часть на лицо, я в принципе хотела вот это, чтобы у меня было на лицо, да, но кто как хочет. Если кому-то вот эта часть больше нравится, да, вы продолжаете сейчас вязать дальше. Только здесь надо учесть рисунок на изнанку. Если я хочу, чтобы вот это лицо у меня было, значит, у меня получается вот, по идее, вот так вот, да, вот шапка. Я должна вот сейчас вывернуть и вот здесь вот продолжать вязать уже наш узор, да. Поэтому я вот сейчас так и сделаю, да, мне надо... Вот сейчас я вот так вот вязала, да. И чтобы у меня все правильно получилось, я выверну сейчас мое из вязания. Значит, я возьму все вот свои клубочки, спицы вместе, чтобы ничего у меня не зацепилось. И вот так вот все аккуратненько вот внутрь. И выверну свое вязание на изнаночную сторону. Так, я его вывернула. И теперь, когда я делаю отворот, вот этот мой отворот, который хочу, будет у меня по лицу. И я теперь должна здесь продолжать вязание. Я вывернула. Единственное, что теперь мы будем вязать как бы в обратную сторону. И чтобы у меня не получалось здесь щели, сейчас я все тут разровняю. Вот. Я начну сейчас вязать. Мне надо вязать толстой ниткой в эту сторону. Вот как бы нитка здесь и спицы здесь. Поэтому что я для этого сделаю? Так, я беру свои толстые спицы. Вот я беру 4. И я сейчас начну вязать вот этой моей ниточкой, но чтобы вот здесь мне не получилось дырки, я сейчас сделаю накид, и в конце ряда последнюю петельку мне надо будет связать вот с этим накидом. Я вам сейчас покажу, как мы дойдем до конца ряда. Сейчас вот условно в начале ряда я делаю просто накид и продолжаю вязать. Вот лицевая, изнаночную снимаю, лицевая, изнаночную с накидом снимаю. Это вот как мы вязали в начале шапки, тем же узором мы сейчас будем продолжать вязать дальше. И сейчас мы свяжем с вами на высоту, значит, от отворота, ну, сантиметров 20, чтобы было от отворота. Значит, где-то от этого места нам должно быть 20. Вот мы сейчас будем мерить и вязать, продолжать вязать мою шапку вот этим вот узором. Я, чтобы вас не путать, я буду вязать, чтобы вот этот узор, вот эта часть у меня была на лице, да? И так я буду сейчас вязать. Так, то что я сейчас убираю спицы. Так, она у меня попала в середину. Сейчас я эту петельку сниму назад, чтобы убрать спицу. Она мне сюда попала почему-то. Так, и мы продолжаем вязать с вами дальше. Значит, лицевая, изнаночная с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда, как я договорились, и я в конце ряда покажу, вот как этот накид нам вместе связать, чтобы не получилось у нас там дырки. На самом деле это не так страшно, там эта дырка, во-первых, она может, если она образуется, то она будет внизу шапки, и там, когда мы будем прятать кончики, ее можно всегда заделать, но лучше, чтобы этого не было. Сейчас я покажу,
как этого избежать. Вот сейчас мы довяжем до конца ряда. Ну, вот смотрите, я подошла к концу ряда. Вот у меня последняя изнаночная петля и накид в начале ряда. Вот этот накид и вот эту петельку я сделаю вместе. Это последняя петля у меня моего ряда. По рисунку она должна провязаться накид. Значит, у меня получится, что я сейчас сделаю двойной накид. Дальше следующий ряд, это у меня начало ряда, я вяжу, ну, по рисунку тоже, да, изнаночную с накидом вместе, лицевую, изнаночную с накидом вместе, лицевую. Итак, мы вяжем, это наш второй ряд по раппорту. Здесь вот эти все петельки подтянутся, и здесь у нас, когда мы провяжем вот эту петлю, ничего не будет видно, да? Итак, мы вяжем с вами, как я сказала, после вот этого места, то есть от начала резиночки, у нас должно быть 20 сантиметров. Вот давайте, когда мы это все провяжем, мы потом будем формировать с вами макушечку. Так, я связала свою шапочку уже после вот этого места, где мы начали вязать резинку. У меня получилось, ну, 20 сантиметров. Я думаю, этого мне достаточно. И сейчас мы с вами будем делать, то есть будем формировать макушечку, закроем макушку, и шапочка у нас будет готова. Значит, что мы сейчас должны сделать? Вот это начало ряда у меня. И у меня 88 петель. Значит, 1/4 это будет 22 петли. Значит, я хочу сделать, чтобы вот эти закрытия ряда были, то есть закрытие макушки в 4 клина, но не от серединки, а как бы вот 4 клина поделить. Поэтому я беру от начала ряда вот свои 22 петли, в одну сторону 11 и в другую сторону 11. Или там получается, ну, в общем, посмотрите, да, поделите. И вешаю маркер, чтобы у меня маркеры висели на лицевых петлях. Вот с этой стороны один и здесь один. Потом разворачиваю, еще 22 петли, еще один маркер на лицевой петле, еще 22 петли и возвращаюсь к первому маркеру. И теперь мы будем с вами закрывать макушку в каждом втором ряду. Будем продолжать наш рисунок. И вот смотрите, у меня следующий, и вы закончите свое вязание тоже на тоненькой ниточке. Сейчас у меня идет моя толстая ниточка. Вот я ее беру. Естественно, беру свои другие спицы для более толстой. И мы начинаем вязать так же, как мы вязали по рисунку. Лицевая, изнаночная с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. И доходим до нашего маркера. Вот я подошла к своему маркеру. На закрытие я буду здесь первым раз буду делать с наклоном влево. Чтобы получилось наклон влево, значит, я вот эту петельку переснимаю. Эти две тоже переснимаю и провязываю их. То есть меняю у них стенки и провязываю их две вместе. А вот эту первую петель, которую пересняла, я через нее протягиваю вот эти две. И вот у меня получается с наклоном влево. Это мы первую. Первые две петли мы сократили. Дальше вяжем по рисунку опять. До следующего маркера. И так мы на протяжении всего ряда сделаем 4 раза. Это понятно, да? Так, сейчас покажу вам еще один раз, и следующие 2 раза вы сделаете сами. Вот мы опять подходим к следующему маркеру. Так, этот маркер, то есть петельку с маркером, я просто переснимаю на правую спицу.
эти две петли меняю у них стенку и провязываю их две вместе. И потом через вот эту первую петельку провязываю вот эти, то есть протягиваю вот эти две провязанные. Это мы сделали второй раз. Продолжаем наш ряд. И так еще два раза в этих двух других маркерах, да, и так довяжем до конца ряда. Вот первый ряд с сокращениями я довязала до начала ряда. Второй ряд я вяжу ничего не делаю, просто по рисунку, да. Здесь у меня получается вот лицевая, изнаночная с накидом изнаночной. Это второй ряд. Так, второй ряд я тоже довязала. Теперь третий ряд, в котором мы будем опять делать сокращение. Я опять беру свою тоненькую ниточку и другие спицы и начинаю вязать опять по рисунку. Лицевая, накид, изнаночная с накидом снимаю. Лицевая, изнаночная с накидом снимаю. Лицевая, изнаночная с накидом снимаю. И теперь я подхожу к моему маркеру, но не доходя уже 2 петельки до маркера. Вот маркер висит на этой петле и 2 петельки перед этим. И сейчас я хочу сделать с наклоном вправо. Вот эту брать, она будет все время у меня как бы основная петля, а сейчас буду сокращать вот эти 2 петельки. И для этого что я сделаю? Я просто провяжу все 3 петельки вместе. Для этого я протяну вот так немножко в 3 петли, чтобы их немножко подтянуть, и с этой стороны слева направо я ввожу спицу во все 3 петельки и вытаскиваю одну петельку. Вот, все. Я теперь сократила, но теперь у меня с наклоном вправо получилось. Дальше продолжаю вязать до следующего маркера по рисунку. Сейчас еще раз вам покажу. Так, мы подходим вот ко второму маркеру. И так, чтобы до него не довяжем 2 петли. Вот мы смотрим, маркер висит у меня. Вот эта косичка. Вот эти 2 петли мы сейчас сократим. Значит, сейчас я провяжу еще одну петельку по рисунку. И теперь 3 петли вместе. Слева направо. Ввожу сюда спицу все 3 петли и вытягиваю. Все, мы сократили. Вот теперь мы сократили с наклоном вправо. Дальше опять мы вяжем все по рисунку. Итак, в этом ряду вы сделаете еще 2 сокращения. Третий ряд я довязала. Сейчас вяжу 4-й ряд просто по рисунку тоненькой пряжей. Значит, буду вязать лицевая, изнаночную с накидом вместе. И это у нас будет 4 ряда. И в этих 4 рядах мы сократили 2 раза. Значит, в каждом ряду я сокращаю по 8 петель. 4 раза по 2, да? В 4 местах по 2 в одном ряду. В втором ряду еще мы 8 сократили. Значит, всего уже мы сократили. Значит, у меня 88 петель. Если я за раз сокращаю 8 петель, то я сделаю 10 сокращений, и у меня останется на спицах 8 петель. Значит, я должна буду вот так вот 10 раз. 2 мы уже сделали. И еще 8. Значит, там, где толстая нитка, мы сделаем с наклоном влево, а там, где тоненькая ниточка, мы делаем с наклоном вправо. И все время вот эту косичку, она у нас центральная будет. Вот. Она же влево, она же вправо. Она же влево, она же вправо. И посмотрим, что у нас получится.
Вот я свои спуски сделала. Во-первых, что я перешла на челочные спицы почти сразу, потому что когда начинаешь спускать петли, уже на круговых, на коротких круговых очень неудобно вязать. Это раз. И второе, я сделала не 10 убавлений, а 9. Вот у меня сейчас на спицах, я думала, что у меня останется 8 петель, у меня сейчас осталось 16 петель. И я думаю, что я это прекрасно стяну, сейчас уже не буду больше мучиться. Значит, дальше что мы делаем? Я беру вот эти мои ниточки, значит, тонкую я обрежу сразу, я ее потом просто заправлю кончик. Ее можно так вот внутрь убрать. А потолще ниточку я тоже, естественно, ее обрежу. И возьму иголочку. Ставлю ее в иголочку и затяну сейчас мою макушечку, но стягивать начну первую ту петлю, которую вот я сейчас последнюю провязала. Вот видите, вот она у меня провязана, вот в нее же я сейчас и ввожу, чтобы не началось спускаться мои петли. Вот 4 у меня на одной спице, 4 на другой спице. Раз, два, три, 4, 5 и на последние 3. Значит, всего у меня 16 петель получилось. Значит, я сделала сокращение на раз меньше, не 10, а 9. И вот у меня получилось, вот, посмотрите, такая макушечка. Сейчас мы вот это все еще раз я протяну здесь, чтобы закрепить все мои петельки. Теперь я выведу мою иголку на изнанку и потом там ее закреплю, ниточку. Теперь вот эти все маркеры, естественно, я могу снять. Так. И вот так мы подворачиваем. Эти ниточки мы все спрячем. Вот посмотрите, какая красивая у нас получилась шапочка. И самое интересное, что если вы аккуратно запрячете все свои кончики с другой стороны, эта шапочка может быть двухсторонней. Вот смотрите, если вывернете наизнанку, здесь тоже красиво смотрится. Видите, как красиво смотрит закрытие макушечки и отворот на эту сторону. И вы можете носить ее и на эту сторону тоже. Видите, тоже красиво получается. Единственное условие, что все кончики надо заправить так, чтобы их не было совсем нигде видно, да? Если я ношу на одну сторону, я вот на изнанке их заправлю, как бы не очень этим вопросом озабочиваюсь. А вы, если хотите носить на две стороны, естественно, вот эти кончики аккуратненько заправьте. И даже сзади вот этот, если тут сзади шов будет, не так страшно. Главное, чтобы не видно было кончиков. Значит, теперь что нам остается? Как я сказала, все кончики мы заправим, постираем, и все. Эту шапочку мы можем носить. Она получилась очень теплая за счет вот эта вязка, она в принципе очень такая плотная получается, полупатентная резинка, да. И здесь еще у меня вот двойная резиночка, мы с 2 ниточки связали внизу на ушке, тоже очень помогает сохранять тепло. Теперь что у меня по ниточкам? У меня, значит, вот этих было 100 грамм, вот остался, ну, больше половины моточка, наверное, где-то 75 грамм ушло тонкой ниточки. И то же самое у меня осталось вот еще от второго. Один моточек ушел, и от второго моточка у меня вот что осталось. Значит, расход ниток не очень большой, где-то 150 грамм, может, на всю шапку. Поэтому не страшно. Ну вот, на сегодня все, что я хотела вам показать. Я буду очень рада, если вы свяжете со мной такую же шапочку. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.